привет! Сегодня в работе щетки двигателя стиральной машины Bosch. В одной щетке рабочая поверхность блестит, значит она еще работала. А у второй эта поверхность матовая. Значит, контакт поверхности щетки и коллектора был плохой. Щетка стала подгорать. От старых щеток нам нужны клеммочки и пружины. Отрезаем провод от клеммы так, чтобы на ней осталась часть провода. Это облегчит процесс пайки. Ширина и высота старых и новых щеток должны быть одинаковы. На этой стиральной машинке ширина щеток 12,5 мм. Провода на старых и новых щетках должны быть одинаковой длины. Равняем остатки провода на клемме так, чтобы остался небольшой медный пятачок. Теперь нужно облудить этот пятачок. Для этого нужно хорошо прогреть клемму.
Проделываем эту же процедуру и со второй клеммой. Чтобы облудить провод на щетке, используем щипцы, пинцет, плоскогубцы или любой другой инструмент, который можно обжать провод, чтобы флюс с припоем не проник вглубь провода, иначе он станет твердым, а это плохо скажется на работе щеток. Здесь я заметил, что конец, где провод крепится к щетке, имеет скос. Из-за этого скоса пружина может заклинить в корпусе, что может привести к заклиниванию самой щетки. Эту поверхность щетки я доработал с помощью ножа. Когда провод и клемма облужены, можно собирать щетки.
после пайки необходимо смыть остатки флюса, потому что он может окисляться со временем, что ухудшит контакт на клеммах. Щетки готовы к работе. Всем пока.